Вот уже несколько недель центральной темой в повестке остается будущее наступление ВСУ. Оно определит ход войны. Скорее всего, даже запустит новый ее этап. Не исключено, что оно обострит обстановку внутри путинских элит или спровоцирует изменения в международной политике. В общем, ожиданий от наступления ВСУ выше крыши. При этом СМИ пишут о наступлении при обнаружении каждой новой подробности, даже мелкой. В апреле, например, спутники впервые засекли российские линии обороны на юге Украины. Только мелькнули фотографии первых неумелых окопов, и сразу был сделан вывод – линия обороны у российских войск, дескать, слабая, а значит, обороняться им будет ой как нелегко. А потом показались уже грамотно выстроенные укрепления и большие минные поля в несколько эшелонов. Пресса вновь поспешила сделать вывод – наступать в ВСУ будет очень тяжело. И вот такой аналитики уровня «после дождя будет мокрый асфальт» полно. Мы же сегодня разберем самые вероятные сценарии наступления, которые обсуждаются в экспертной среде. Начнем с того, что будущее наступление ВСУ правильнее называть именно так, а не контрнаступлением. Хотя многие так делают, да и я сам раньше так делал. Но почему правильнее говорить именно наступление? Потому что контрнаступление – это, если говорить совсем просто, наступление на наступление. То есть это такая операция, когда ваша армия идет вперед одновременно с тем, как вас атакует противник. Сейчас остатки российского наступления догорают в Бахмуте. Это единственная точка на карте, где российские силы выгрызают какие-то десятки метров в день. На остальных участках фронт застыл. На юге российская армия и вовсе сидит в глубокой обороне, а ВСУ даже смогли отбить несколько сел у Запорожья. Получается, что Украина собирается нанести масштабный удар, а Россия готовится его отразить. Для начала сразу проясним, что сейчас никто не ожидает от ВСУ какой-то молниеносной кампании в стиле бури в пустыне, когда истребители неделями разносят ключевые объекты военной инфраструктуры противника в пух и прах. А затем пехота быстро продвигается по ровной пустыне, разбивая линии обороны, а самые стойкие очаги сопротивления окружают и обходят. Так вот, у ВСУ, напомню, нет никакого преимущества в небе. Нет тысяч танков, как было у международной коалиции в войне против Саддама в 91-м. В будущей операции ВСУ будут наступать механизированными подразделениями на довольно сносные линии обороны, а основной ударной силой будет артиллерия. И в пушках, и в снарядах ВСУ тоже вряд ли будет сильно превосходить российскую армию. Одного этого обстоятельства достаточно, чтобы предположить, мы увидим не эпизод какой-то современной войны, а скорее ремейк тяжелого сражения времен Второй мировой. При этом не стоит забывать, что российская армия смогла худо-бедно насытить фронт живой силой после мобилизации. Так что наступление в стиле харьковского контрудара ждать не стоит. Тогда был реализован довольно уникальный сценарий. ВСУ удалось тайно собрать в одном месте несколько бригад. Эти бригады, в свою очередь, прорвали тонкий российский фронт на легкой бронетехнике. После чего устремились вперед настолько быстро, насколько позволял объем топлива в баках БМП. Вряд ли ВСУ повторят такую операцию сейчас, когда российская армия накопила резервы практически по всей линии фронта. Например, кроме имеющихся подразделений на линии боестолкновения, российское командование держит как минимум по дивизии в районе Рубежного, Бахмута, Угледара и Орехова. Эти дивизии укомплектованы тяжелой техникой и людьми, и либо будут мгновенно задействованы, чтобы латать дыры в обороне, либо сами станут наносить контрудары по украинским войскам, если те вклинятся в российскую оборону. Тут важно уточнить, что о малейших изменениях обстановки будет мгновенно известно ВСУ. Любые перемещения российских резервных подразделений украинцы смогут легко отслеживать по снимкам спутников НАТО. И будут искать брешь, куда эти резервы сложнее всего быстро перебросить. Или наоборот, будут бить сразу по нескольким направлениям, чтобы обмануть противника, вынудить его отправить резервы в одну точку, а самим нанести главный удар куда-то еще. И здесь у Украины есть еще одно неоспоримое преимущество. Оно кроется в самой линии фронта. Если присмотреться, то мы увидим дугу от Купянска до Херсона. И ВСУ находится с внутренней стороны этой дуги. Расстояние здесь короче на внутренней стороне. Условная украинская бригада от Купянска подъедет к Запорожью чуть ли не в 2 раза быстрее, чем российская. В теории украинский генштаб может несколько раз менять место главного удара,
вынуждая российские резервы метаться вдоль длинной внешней стороны дуги. Это даст украинским генералам очень важную фору в логистике. Скорее всего, ВСУ начнет с нанесения не очень масштабных ударов по всему фронту, чтобы напрячь российскую оборону и привести в движение ее резервы. Чтобы наступательная операция Украины прошла идеально, ВСУ должны иметь сотни тысяч высокоточных дальнобойных снарядов. Так получится проредить резервы российской армии еще до того, как начнется основная фаза операции. Разберем на пальцах. Допустим, десятки химарсов выпускают 120 ракет в район условного Мелитополя. Разносят там склады с боеприпасами или горючим российской резервной дивизии. И все. Дивизии уже никак не выехать на фронт. А если и выехать, то нечем стрелять. И пока российское командование будет в авральном режиме тащить боеприпасы и соляру из Крыма или Ростова, вся тяжесть механизированного удара ВСУ ляжет на те подразделения, которые стоят в узкой полосе фронта. Но большинство аналитиков сходятся в том, что у Украины нет достаточного количества таких снарядов, которые способны достреливать на 70 и более километров вглубь российской обороны. По крайней мере, сейчас нет. То есть украинский генштаб, скорее всего, будет стремиться к тому, чтобы своими ударами размазать российские резервы вдоль обширной дуги фронта, как можно шире. А еще наносить им потери дальнобойной артиллерии, а потом перенести главный удар в наименее защищенное место. В слитых документах Пентагона, помимо кучи подробностей наступления, упоминалось и о спецбригадах. В утечке говорилось, что Украина подготовила для наступления от 8 до 12 бригад, укомплектованных западным вооружением. А это от 25 до 35 тысяч солдат и офицеров. Стоит пояснить, что это, конечно, никакая не суперсекретная информация. Киев еще до Нового года официально объявил о формировании гвардии наступления. 8 бригад под кураторством МВД, которые в этом году пойдут освобождать оккупированную территорию. Туда даже звали добровольцев через радио, телевидение и рекламу в интернете. Вот только сроки укомплектования и дату наступления, естественно, не раскрывали. Да и вряд ли эти бригады станут основой украинской ударной группировки. Наступление – самый сложный вид боевых операций. Каждый военный знает, что в первый же день наступления рушится самый идеальный и самый выверенный и просчитанный в штабе план. Сначала в разнос пойдет логистика, враг нет-нет, да и разнесет какой-то важный склад с боеприпасами. Где-то вам будут не довозить горючее, где-то его засечет вражеская разведка. Одновременно, конечно, начнет ломаться техника, ее надо будет срочно где-то ремонтировать, причем все ремонтные базы надо будет укрывать от артиллерии и авиации противника. И получаться это будет не всегда. И это мы еще не говорим о такой очевидной и крайне важной вещи, как выучка солдат и офицеров. Ну и кто поверит, что в это пекло бросят 8 совершенно новых бригад МВД? Пусть даже у них будет легкая бронированная техника. Пусть даже там 80% личного состава набрано из опытных добровольцев, которые год назад не попали под всеобщую мобилизацию в Украине. Да тут любой менеджер скажет, что сборная солянка из 3000, пусть даже очень опытных работников, это далеко не то же самое, что опытная команда, которая съела не один пуд соли и дает стабильный результат и в четверг, и в пятницу, и в сентябре, и в январе. Потому главным костяком украинского наступления вполне могут стать те подразделения ВСУ, которые прошли и войну на Донбассе, и весь ад полномасштабного российского вторжения. Например, элитные 92-я и 93-я бригады, которые прошли и сохранились даже после Бахмутской мясорубки. Аналитики отмечают, что в интернете нет никаких видео с другими известными подразделениями. Тут можно смело предположить, что их еще несколько месяцев назад вывели в тыл. И если они станут главной ударной силой, то можно говорить, что Украина будет наступать силой более 40 тысяч солдат. Пригожин, кстати, и вовсе кричит о 100 тысячах. Не стоит исключать, что основной техникой наступления будут совсем не западные танки. По открытым данным, Украина должна получить около 300 леопардов. В масштабах нынешней войны это вообще-то не так-то и много. Так что вполне вероятно, что мы увидим штурмы российских позиций хорошо знакомыми украинским танкистам Т-64 и БМП. Из публикаций западных СМИ мы знаем, что Украине не хватает фронтовой ПВО. Сейчас украинская противовоздушная оборона прикрывает города с мирными жителями и оборонными предприятиями. Но для наступления нужны совершенно отдельные системы ПВО, которые будут двигаться вслед за войсками. Ведь если условно механизированная бригада утыкается в надежную линию обороны,
она тут же становится удобной мишенью для авиации противника. Значит, прямо за этой бригадой должны подъезжать мобильные радиолокационные комплексы и круглосуточно сканировать небо. Следом будут перемещаться ЗРК типа БУКа и системы радиоэлектронной борьбы. Эти, системы РЭБ подавляют сигналы ГЛОНАСС, чтобы российские пилоты и артиллеристы не могли получать координаты целей. Такие комплексы ПВО и РЭБ сразу же станут приоритетной целью для российской артиллерии и авиации. Вряд ли Украина отправит на передовую редкие и дорогие «Патриоты» или «Насамс». Скорее всего, эти системы будут и дальше прикрывать тыловые районы. Ведь как только Украина полноценно развернет наступление, российская страна начнет искать бреши в украинской ПВО ракетными ударами и на фронте, и даже над Киевом. В общем, проблемы с ПВО могут существенно ослабить продвижение Украины к своим границам. Конечно же, самый очевидный вариант украинского наступления – юг страны. Прорвавшись к Азовскому морю, хоть у Мариуполя, хоть у Мелитополя, украинская армия разрежет российскую группировку надвое. И если российские войска на востоке можно будет обеспечивать техникой, боеприпасами и личным составом с территории России, то в Херсонской и Запорожской областях останется только одна нитка снабжения – по Крымскому мосту. В таких условиях держать полноценную оборону будет очень трудно. Возможно, в случае успешного продвижения на юге ВСУ получат возможность выйти к Крыму и начать его блокаду. Российское командование, осознавая риски, постаралось защитить южный участок фронта надежнее всего. Линия обороны тут выстроена в 2-3 эшелона. Российские военачальники также готовы к попытке ВСУ прорваться к Азову. В районе Токмака спутники зафиксировали линию обороны, которая идет не параллельно нынешней линии фронта, а перпендикулярно ей. Это для того, чтобы в случае прорыва фронта сдерживать удар в свой правый фланг. Ключевые города Запорожской области, Мелитополь и Бердянск, также прикрыты довольно мощными укреплениями. При этом российские войска не успели создать надежные оборонительные линии между фронтом и морским побережьем. В степи созданы только очаговые узлы обороны вокруг важных перекрестков и ключевых холмов. Похоже, российская армия готовится дать серьезный бой на этом направлении. Не исключено, что ВСУ попробуют зайти со стороны Херсона. Или, по крайней мере, имитируют форсирование Днепра. Город расположен в дельте реки. Там имеются острова, по которым вполне возможно перебраться на восточный берег. За последние несколько месяцев украинские силы специальных операций уже вытеснили противника с нескольких больших островов между Херсоном и Алешками. Перебросить тяжелую механизированную бригаду на тот берег сложно, а вот легкие пехотные отряды вполне реально. В любом случае, на юге российский генштаб точно не сможет игнорировать угрозу удара в свой западный фланг и будет вынужден постоянно держать тут силы и ресурсы. Вторым довольно привлекательным направлением украинского наступления выглядит Донбасс. В промежутке от Угледара до Бахмута сконцентрирована самая большая группировка российских войск. Если у ВСУ получится ее разгромить, это серьезно ослабит российскую армию, и Украина получит шанс существенно сократить сроки войны. Выйти не только на рубежи 24 февраля, но и продвинуться дальше. Возможно, даже выйти к границе России. Но сложно представить, что российские генералы могут проспать удар на Донбассе. В крайнем случае, у них есть возможность отступить в густонаселенные города – Донецк, Горловку и Макеевку. А это значит, что украинской армии придется вести наступление на города обороняющие, что может превратить их в руины. На это украинская армия вряд ли пойдет. И, наконец, еще один вариант главного удара, о котором пишут меньше всего, это фронт между Купянском и рекой Северский Донец. Он выглядит куда более привлекательнее Донбасса. Вблизи линии соприкосновения нет больших городов. Более-менее крупные населенные пункты, такие как Старобельск, находятся глубоко в тылу оккупированной территории. В ходе зимнего наступления российские войска так и не смогли отбросить украинскую армию за реку Оскол и получить выгодные оборонительные рубежи. Правда, здесь, в отличие от юга и Донбасса, очень холмистая местность. Российская армия будет здесь цепляться за высоты, пока есть силы и ресурсы. Как мы видим, ВСУ нигде не ждет легкая прогулка. Украинские военные аналитики и официальный Киев публично говорят гражданам Украины и западным элитам, чтобы не ожидали слишком многого от грядущего наступления.
Не стоит надеяться, что в ходе будущей наступательной операции ВСУ выйдут на государственные границы или полностью разгромят основные силы противника. Такое может, конечно, произойти, но вероятнее всего мы увидим тяжелое сражение, которое растянется не на недели, а на месяцы. Не исключено, что наступление ВСУ закончится только с осенней распутицей. Для решения глобальных задач, таких как выход на государственную границу, Украине, скорее всего, понадобится еще одна или даже несколько наступательных операций. И все же есть один момент, насчет которого существует плюс-минус широкий консенсус среди военных экспертов и обозревателей. После многомесячного наступления на Донбассе российская армия полностью истратила атакующий потенциал и теперь вынуждена отсиживаться в обороне, пытаясь сохранить оккупированные территории. Бардак в войсках виден уже сейчас. Его невозможно скрыть. Тот же Пригожин уже не просто материт Герасимова и Шойгу, а обвиняет их в государственной измене. Это некоторая новая реальность для российской политики. Инициатива полностью перешла на сторону Киева. Теперь он может готовить свою наступательную операцию относительно спокойно. Получается, спустя 15 месяцев войны Москва и Киев поменялись ролями. Агрессор уходит теперь в глухую защиту. А это совершенно новая реальность и для российской армии, и для пропаганды. И какие последствия для Кремля будет иметь новое серьезное поражение на фронте, сложно предполагать. Глобально возможно 3 основных сценария развития событий. Первый, при котором наступление пойдет примерно по плану украинских военных, а российские войска просто побегут, как было в Харьковской области. Второй, если российские войска смогут отбить все атаки и на фронте ничего не изменится. И третий вариант, что Украина продвинется, но не так далеко и не так решительно, как хотелось бы украинским руководителям, и завязнет в боях за основные узлы обороны. В пользу первого варианта говорит многое. От современного вооружения ВСУ до крайне низкой мотивации российских солдат. Российская армия воюет ни за что. Она находится на чужой территории, не защищает ни людей, ни свою землю или страну. В этих обстоятельствах многие не захотят биться насмерть. Все ждут прогнозов, но делать их сейчас невозможно. Однако мы точно увидим нечто, чего никогда не было. Наступление на российские позиции хорошо вооруженной и мотивированной иностранной армии. Весь мир смотрит и ждет, чем это закончится. Будем ждать и мы. До завтра.